что очень рекомендую, потому что это дает, ну, возвращает человека к жизни, можно сказать, вот так. Вы еще говорили про свою матушку, что у нее тоже есть какие-то интересные. Да, да, ну, она согласна дать тоже отзыв. Ну, давайте тогда пригласим ее и поговорим с ней. Давайте сейчас я ее приглашу. Мгм. Смотри, Да, сейчас немножко. здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Меня Александр Меня зовут. зовут, а меня Людмила Алексеевна. Очень Мне приятно. 70 лет. И я вот хотела поделиться своими впечатлениями от принятия вашего средства. У меня, ну, как знаете, с каждым годом, с возрастом силы уменьшаются. И особенно после 70 лет я стала чувствовать себя плохо, ну, в смысле, что у меня нет сил, не могу работать на даче, сильно болели ноги, ну, большие проблемы были, давление стало высокое очень. Ну, проблем очень много накопилось. И то, что я все время, вот мне хотелось полежать, очень сильно уставала, чуть немного поработаю и ложилась. Ну вот, когда мы стали принимать ваше средство, это где-то со 2 апреля, сначала мы принимали по одной капсуле. По одной капсуле, ну, знаете, почти улучшение почти незаметно. У меня вес 85 килограмм, а вы там рекомендуете, значит, если 60 килограмм, а если больше, то надо больше принимать. Вот. И сначала принимали, я принимала, почти никаких изменений не было. Ну, были, конечно, но незаметные. А когда стала принимать вот уже с 7 мая по 2 капсулы, тогда, значит, почувствовала себя значительно лучше. Сразу появились у меня силы, повысилась работоспособность и перестали болеть ноги. Меня ноги очень беспокоили. Вот, когда я наклонялась, у меня судороги были в ногах. Перестали сейчас судороги, перестали. Вот. Сейчас я могу работать. Я, в общем, почувствовала себя человеком. Гораздо моложе, чем 70 лет. У меня сейчас возраст 70 лет. Я чувствую себя где-то на 50 лет. Давление у меня, ну, было высокое. 180 на 100, на 110, ну, когда и 200. Сейчас оно постепенно снижается. Сейчас вот 160 где-то в среднем на 90 стало. Понемногу, но снижается. И я даже не измеряю давление. Когда мне хорошо, я даже не измеряю давление, потому что чувствую себя нормально. Вот. А то, когда плохо, тогда я каждый день все время измеряю давление. Сейчас я чувствую себя лучше. У меня был повышенный сахар. И к вечеру мучила сухость во рту. А сейчас у меня это перестало, не стало сухости. Но я стала кушать по конфетке после приема пищи, там после обеда, после ужина. И опять сухость появилась. То есть нужно соблюдать рекомендации. Я поняла, что нужно соблюдать рекомендации и меньше употреблять вот сладкого, мучного. Все-таки нужно придерживаться, тогда оно лучше действует, это средство ваше. Да, у меня еще щитовидная железа увеличена, узловой зоб, поэтому повышенная утомляемость. Вот. Ну, сейчас я чувствую себя лучше. Хотя, конечно, устаю, но стала больше работать и устаю. Но все-таки я работаю, отдыхаю. Вот после обеда хочется мне отдохнуть и после ужина. А так работоспособность значительно увеличилась. Я очень вам благодарна за это средство.
которая дает мне возможность ну, жить как прежде, как ну, нормальному человеку. Вот еще расскажу еще, какие изменения произошли. У меня волосы были очень белые уже, седые сильно. Сейчас немножко вот отрастают, потемнее уже отрастают волосы. Ногти стали пожестче, да. Потом был у меня, я работала учителем, у меня на нервной почве сильный перекос лица был. На нервной почве. Но вот сейчас незаметно, да? Не видно перекоса. Вот. Потом, сейчас я вам скажу еще что. Да, я весила 88 килограмм. Сейчас у меня вес уменьшился, сейчас я 86 килограмм вешу. Но вес уменьшается очень незначительно. Но все-таки это, по-видимому, с возрастом. Вот все-таки возраст играет роль. А? Да, я вот это очень плохо спала. У меня вот такой коврик с иголками, арговский, фирмы Арго. Я все время на нем засыпала и даже спала на нем, на иголках, потому что не могла спать. А сейчас я даже без коврика засыпаю. Очень хорошо сплю. Людмила Алексеевна, скажите, пожалуйста, у вас Да, там внизу бумажка заготовлена, вы читали? да. Я, Понятно. я посматриваю, потому что я забываю иногда, ну, кое-что, чтобы А, не забыть. хорошо, а по поводу памяти не замечали, что память как-то меняется, и мышление? Да, замечала, что, ну вот, после 70 лет как-то, знаете, замедленная реакция, все вот это началось, что ну, хуже с мозгами становится. Вот. Ну, а сейчас я этого не чувствую, что я нормально себя чувствую, нормально реагирую, и все. Да, я считаю, что лучше стала память, лучше. Мгм. Хорошо. А еще смотрите, уточнение. Вот вы сказали, волосы потемнели. Когда вы стали это замечать, через какой промежуток времени? Ну, вот где, когда уже стала по 2 капсулы принимать, вот тогда уже э, все признаки стали ярче, они как-то проявляться. И, ну, то я смотрю на себя, прямо вот белое все было, белое. А сейчас что-то темное появилось. Волосы стали, я ну, подстригаю волосы и уже смотрю, что там потемнее волосы стали. На кончиках, конечно, белые, но там есть еще и темные появляются, потемнели. Мгм, мгм. Интересно. А вот еще, пожалуйста, вот уточнение по перекосу лица. У вас был какой-то диагноз неврологический, может быть, или нет? Диагноза не было, но я читала, что это на нервной почве получается перекос. А у меня все-таки 30 лет медстажа, и естественно, что на нервной почве у меня вот это перекос лица получился. Ага, и через сколько он прошел? Исправился? Ну, тоже вот я как стала по 2 капсулы принимать, так и все вот эти признаки стали ну, как более резко проявляться. Когда по одной, почти незаметно, почти незаметно. Вот, а Мгм. как стало 2, тогда сразу э, ну, более ярко стало проявляться все. Хорошо. А по давлению вы таблетки вы употребляете от давления? Нет, А не почему? употребляю. Я таблетки стараюсь меньше употреблять. И я знаю, что когда больше кушаешь, допустим, фруктов, овощей, тогда давление меньше становится. Вот я стараюсь кушать салаты, готовить себе салаты, но стараюсь естественным образом уменьшать давление. А таблетками не хочу, не хочу. Ну вот я, когда давление у меня высокое, я чувствую, ну я вот стараюсь побольше есть салатов. Вот, и оно тогда, ну, более-менее становится нормальным. Мгм. Вот. Хорошо. Отличное у вас наблюдение. Спасибо вам большое за интервью. И, может быть, у вас есть что-то сказать для наших зрителей? Пожелание какое-то? Ну, я хочу пожелать всем здоровья
и сказать, что особенно вот пожилым людям, что действительно вот это ваше средство, оно возвращает человека к нормальной жизни, понимаете, что можешь работать точно так же, а не зависеть вот от этих проблем, старческих проблем. Вот слабоумие, там все это, задержка реакции, отсутствие сил. То есть я чувствую себя нормальным человеком, когда стала принимать вот ваше средство. Поэтому особенно пожилым. Я про молодых не могу сказать, я могу сказать только про пожилых, что очень рекомендую, потому что это дает, ну, возвращает человека к жизни, можно сказать, вот так.